Дорогой Генацвале, хочешь попробовать жемчужину кавказской кухни? Аджапсандали – самое популярное овощное блюдо на Кавказе. Итак, готовим. Вымытые баклажаны мы нарежем на кубики. Это блюдо очень легко готовится. Примерно вот на такие кубики нарезаем. Нарезанные баклажаны обильно посолим. Посоленные баклажаны мы откладываем минут на 30-40. После баклажан займемся помидорами. Свежие помидоры очень подходят к этому блюду. Если у вас нет свежих помидор, можно сделать из томатной пасты. У меня есть рецепт приготовления баклажан с томатной пастой на канале. Ссылка будет внизу в описании. Посмотрите, пожалуйста. Заливаем кипятком. И тоже оставляем на какое-то время. Пока мы займемся подготовкой остальных овощей, пусть помидоры побудут в этой горячей воде. Картошку очистим и нарежем также кубиками. Картошка готова. Теперь займемся морковкой. Некоторые не добавляют морковку в аджапсандали, но это ваш выбор. Это овощное рагу, и морковка здесь будет как нельзя кстати. Морковку можно натереть на терке или же мелко нарезать, как вам удобнее. Я постараюсь нарезать на мелкие кубики. Затем займемся болгарским перцем, очистим и тоже нарежем мелко. Как хотите, как вам нравится, так и нарезайте. Главное измельчить. К аджапсандали очень подходит лук. Берите вот такую большую луковицу или две средние и тоже мелко нарежьте. Все ингредиенты для аджапсандали готовы. Осталось дело за малым. Нам понадобится большая кастрюля. Обязательно берите кастрюлю с толстым дном. Итак, заливаем растительное масло и начинаем обжаривать лук в этом масле. Ждем, когда лук обжарится. Помидорчики, смотрите, размягчились. Пока лук обжаривается, уберем кожицу и мелко их нарежем. Серединку всегда удаляйте. К тому времени, пока мы подготовили помидоры, лук уже немного обжарился. Теперь добавляем помидорчики к луку, перемешаем это все и ждем, пока лук и помидоры вместе закипят. Все это делаем на среднем огне. Тем временем займемся баклажанами. Можете промыть баклажаны под проточной водой и затем отжать. Я обычно вот эти соленые баклажаны не промываю под проточной водой. Просто отжимаю их от излишней жидкости. Когда уже аджапсандал будет почти готов, вы попробуйте. И если все еще не хватает соли, добавьте. Посмотрите, сколько жидкости отошло от баклажан. Как вы видите, лук с помидорами начал закипать. И теперь самое время добавить все наши ингредиенты. Добавляем в любом порядке. Перемешаем. Обязательно берите кастрюлю с толстым дном, пожалуйста. Видите, почему называется аджапсандал? Все закинули вместе, перемешали, какой-то бардак получается, но зато вкус будет незабываемый. Также сюда надо добавить растительное масло
Ну, я вот так на глаз добавляю, ну, примерно около 100 миллилитров будет достаточно. Зелень мелко нарежем и добавим. Вот это у меня кинза. Кинза – это самая популярная зелень в Грузии. Можете также сюда добавить петрушку, укроп. По вашему вкусу, какая зелень вам нравится, добавляйте. Итак, теперь добавим кинзу, лавровый лист и острый перец. В Грузии очень любят острый перец. Чеснок мы оставим на самый конец. Когда аджапсандали будет почти готово, тогда добавим измельченный чеснок. Если не любите острое, то не добавляйте. И еще раз это все перемешаем. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, сколько здесь жидкости. Обязательно должно быть большое количество жидкости. Как правильно варить аджапсандали? На среднем огне доводим вот эту всю смесь до закипания. И когда оно начнет закипать, опускаем огонь на медленный и с закрытой крышкой доводим до готовности. Как определить готовность? По картошке. Когда картошка будет готова, значит и аджапсандали готовы. Как вы видите, аджапсандали начал закипать. Самое время убавить огонь на медленный, накрыть крышку и дожидаться готовности. Конечно же, в Грузии очень любят хмели-сунели. Вот у меня такие чудесные хмели-сунели от моей тети Нателлы. Не всегда у меня есть эти хмели-сунели, поэтому я не всегда добавляю. Также и вы, если у вас нет их, можно обойтись и без них. Вот так полную чайную ложку добавлю, слегка перемешаю. Накрыли, убавили на медленный огонь и ждем готовности. Вот так потихоньку ваши аджапсандали должно кипеть. Время от времени перемешивать, не часто, так иногда. Накрываем и дальше ждем. Уже час наш аджапсандал вот так на медленном огне готовится. Давайте сейчас попробуем на вкус, посмотрим, как там с солью. Я думаю, что чуть-чуть соли не помешает. Почти все овощи готовы. Под конец добавим несколько зубчиков чеснока. Это по вашему вкусу. Можете больше, можете меньше. Но чеснок очень подходит к этому блюду. Уф, как вкусно, как ароматно, как красиво. Посмотрите на это чудесное, вкусное, ароматное блюдо. Оставьте еще минут на 5. Итак, напоследок пробуем картошку. Да, моя картошка сварилась. Очень и очень вкусно получается. Выключаем огонь, перекладываем себе на тарелки и наслаждаемся. Кстати, это блюдо аджапсандали. Больше его едят в холодном виде, чем в горячем. Можете дождаться, пока это все остынет, перекладывать себе на тарелку и наслаждаться. Приятного вам аппетита! Спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Я всегда внимательно читаю ваши комментарии.